Всем привет! Сегодня мы с вами свяжем вот такие замечательные брелочки. Мишка и Зайка. Вязать будем Мишку. Смотрите, у нас девочка какая замечательная. И Зайку я вам покажу, как вяжутся ушки. В принципе, они вяжутся по одной схеме. Размер их получается 12 сантиметров. Начинаем вязать с головы. Набираем 10 воздушных петель. Со второй от крючка мы провязываем 8 столбиков без накида. У нас с вами осталась еще одна вот петелечка. В нее мы провязываем 3 столбика без накида. Это у нас получается заворот будет. Дальше провязываем 7 столбиков по второй стороне. Так, и в самую крайнюю, в самую начальную мы провязываем прибавочку. Вот что у нас получается. Закончили первый ряд. Приступаем ко второму ряду. Во втором ряду мы вяжем сразу прибавочку. Семь столбиков без накида. Дальше провязываем 3 прибавочки на закруглении. Дальше 7 столбиков без накида и 2 прибавочки. В конце ряда у нас будет 26 столбиков. Довязываем этот ряд. И следующий, третий ряд, мы будем провязывать 26 столбиков без накида. Четвертый ряд. Вяжем убавочку. Одиннадцать столбиков без накида. И дальше вяжем опять убавочка,
и 11 столбиков без накида. В конце ряда у нас с вами будет 24 столбика. Переходим к пятому ряду. В пятом ряду мы провязываем 5 столбиков, дальше делаем убавочку, провязываем 10 столбиков, убавочку и 5 столбиков. В конце ряда у нас будет 22 столбика. Шестой ряд. Провязываем убавочку, девять столбиков без накида и еще раз убавочку и 9 столбиков без накида. В конце ряда у нас будет 20 столбиков. Седьмой ряд. Провязываем 4 столбика без накида, убавочка, 8 столбиков, убавочка и 4 столбика. В конце ряда у нас будет 18 столбиков без накида. Видите, мы постепенно вот уменьшаем, выходим вот к треугольничку. Треугольничку нашей головы. Такая треугольная голова. Ага, заболталась, надо вязать. 4. Я даже не знаю, надо вам показывать вот больше именно как я вяжу, или вам просто схемка пишется удобно. Напишите, как вам удобнее. Чтобы ролик шел длиннее, и я больше всего показывала, как я вяжу эти столбики без накида. Или вам удобно, чтобы была просто быстрее схемка. Вот опять, пока болтала, потерялась в счете. Так. Угадала. Раз. Три. И 4. Так, закончили седьмой ряд. Переходим к восьмому. Восьмой ряд мы вяжем убавочка, 7 столбиков без накида, убавочка и 7 столбиков без накида. В конце ряда у нас 16 столбиков. Продолжаем наше уменьшение. Так. Вот мы продолжаем уменьшать. Следующий, 9 ряд. Мы провязываем
3 столбика, убавочка 6 столбиков, убавочка и 3 столбика. В конце ряда у нас будет 14 столбиков. Здесь уже, конечно, будет удобно немножко наполнить холофайбером. Тогда удобнее вязать. Потому что отверстие у нас становится меньше. И вот я сейчас добавлю все-таки холофайбер, будет мне комфортнее. Ну вот я немного добавила холофайбера, видите, у нас уже голова такая приобретает форму. Ну и продолжаем дальше. Мы связали 9 ряд, сейчас будем вязать 10 ряд. Здесь мы провязываем убавочка 5 столбиков, убавочка 5 столбиков. В конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. И еще 5 столбиков. Так, 10 ряд мы закончили. Следующий 11 ряд мы провязываем 12 столбиков без накида. Это у нас будет шея. 12 ряд. Видите, у нас уже получилась голова и шея. И теперь мы будем уже переходить на тело. А на тело мы будем переходить, значит, будем что делать? Увеличивать. Поэтому мы провязываем прибавочку. 5 столбиков без накида, прибавочка, 5 столбиков без накида. В конце ряда 14 столбиков. Можно сказать, мы идем в противоположном. То мы уменьшали, теперь мы точно так же будем увеличивать. Так, вот видите, у нас начинается увеличение. 13 ряд. Провязываем 3 столбика, прибавочка, 6 столбиков, прибавочка, 3 столбика, прибавочка. Ой, 3 столбика, потом уже прибавочки нет. Так, провязала 3 столбика. В конце ряда у нас будет 16 столбиков. 3 прибавочка, 6 прибавочка, и в конце будем провязывать 3. Четырнадцатый ряд. Провязываем прибавочка 7 столбиков без накида, прибавочка 7 столбиков без накида.
В конце ряда у нас будет 18 столбиков. Так, здесь у нас прибавочка. Так, довязали. Дальше 15 ряд. Все так же идет у нас увеличение. 4 столбика, прибавка, 8 столбиков, прибавка и 4 столбика. В конце ряда 20 столбиков. Шестнадцатый ряд. Будем провязывать прибавочка 9 столбиков, прибавочка 9 столбиков. В конце ряда 22 столбика. Довязали 16 ряд, переходим к 17. В 17 провязываем 5 столбиков, прибавочка 10 столбиков, прибавочка 5 столбиков. В конце ряда у нас будет 24 столбика. Я думаю, самостоятельно вы здесь справитесь прекрасно. 18 ряд. Провязываем прибавочка 11 столбиков без накида, прибавочка 11 столбиков без накида. В конце ряда у нас будет 26 столбиков. Девятнадцатый ряд. Провязываем 6 столбиков, прибавочка, 12 столбиков, прибавочка и 6 столбиков. В конце будет 28 столбиков. Двадцатый ряд. Провязываем прибавочку 13 столбиков, прибавочка 13 столбиков. В конце ряда у нас с вами будет 30 столбиков. И теперь мы переходим к 21 ряду.
Значит, смотрите, если вы хотите связать девочку с юбочкой, что я сейчас буду делать? Я буду провязывать за задние стеночки. 30 столбиков буду провязывать за задние стеночки. По передней мы потом сделаем обвязочку. Если вы не хотите делать девочку, то вам юбочка, естественно, не нужна. Можете просто вязать за обе стеночки. То есть вот так вот, за обе. А я вяжу под юбочку, чтобы показать, как она получится. Провязала я 21 ряд. Переходим к 22. В 22 ряду мы провязываем 13 столбиков без накида, убавочка 2 раза. В конце ряда у нас будет 28 столбиков. Довязали. Смотрите, что у нас получается. У нас немножечко сейчас тело пойдет вот сюда, чуть-чуть совсем. Вяжем 23 ряд. Мы провязываем 6 столбиков без накида, убавочка, 12 столбиков, убавочка и 6 столбиков. В конце ряда у нас будет 26 столбиков. Двадцать четвертый ряд мы провязываем 11 столбиков, убавочка, 11 столбиков, убавочка. В конце ряда у нас 24 столбика. Закончили 24 ряд. И смотрите, у меня вот пошло смещение по петлям. Нам с вами нужно дойти до серединки. То есть я маркер уже убираю. Он мне не понадобится. И довязываю. Вот у нас голова, допустим, рядом. Ой, ровненькая вот лежит. И я довязываю. Ну, сейчас посмотрим. Так, 4. И пятую делаю соединительную. 4 столбика без накида я довязываю. И соединительный столбик. Вот я вышла, видите, на серединку, чтобы потом сложить и все это сшить. У вас может быть другое количество петель, потому что в зависимости от плотности вязания, естественно, сдвиги идут разные. У меня вот так получается. То есть теперь я обрезаю ниточку длинную для того, чтобы сшить, зашить. Вытаскиваю. Все. И заполняю холофайбером. Ну и вот смотрите, я заполнила холофайбером и вывела ниточку на середину. Теперь нам нужно сшить нижнюю часть нашего мишки. Я захватываю переднюю стеночку. Здесь захватываю заднюю стеночку. И так прошиваю. Передняя стеночка, задняя стеночка. Вот стягиваю. Передняя, задняя. Когда уже будем дошивать, то можно добавить еще холофайбера, посмотреть, сколько вам надо.
Так, заканчиваем. Я добавлять сюда уже ничего не буду. Мне достаточно. Вот и все. И запутываем ниточку. Вот и все. И запутываем ниточку. Пропускаем в одну сторону, во вторую. Можете завязать узелочек, можете не завязывать. Ниточка никуда не денется. Хотя, наверное, узелок все-таки лучше перестраховаться, да? Можно сделать. Такой легенький. И все, и спрятать. Все, обрезаю ниточку. И вот оно, наше тело готово.